пожалуйста, как прошло ваше юношество, и есть ли какой-то совет, который бы вы дали себе подростку? Спасибо большое. Мое юношество прошло в аскезах. Я не пил, не курил никогда, не занимался сексом, не гулял. Я закаливался, бегал, занимался йогой, искал духовный путь, был гордым. Хотел быть сильнее всех, умнее. Хотел научиться видеть мысли людей, их жизни. И научился. Какой совет? Совет такой: побольше обращать внимание на нектарных людей. Я разок, когда был студентом, я шел в институт и заметил нектарных людей. Эти люди стояли в поте, в саре, возле столика. Это было где-то в 86-м или 87-м году, а только в 93-м я стал преданным. Ну, пришел к преданным. Через 6 лет только. Но где-то в 87 году я увидел нектарных людей, которые стояли возле столика, они светились, так как вы сейчас светитесь. Но я уже привык к этому свету. И я не так глубоко ценю общество преданных. Но тогда я увидел их, и я обалдел, потому что я любил изучать людей, я всех рассматривал, пытался понять, что за человек. Я начал их рассматривать и увидел в них то, что я не видел больше ни в ком. Они сияли изнутри. Я все равно решил их испытать. И подошел, потому что я был очень противный. И сейчас такой же тоже. Вот, я подошел к ним и говорю: что вы делаете? Я до всех докапывался, мол, что они делают. Они говорят: мы распространяем духовную литературу, они мне сказали. Я им сказал: то есть вы хотите мне дать духовную литературу? Они говорят: конечно, за пожертвования. Я говорю: за какие пожертвования? Духовная литература, ее надо от чистого сердца, бескорыстно раздавать людям. Я начал им рассказывать, вещать, как я сейчас это делаю. Ничего не поменялось. И произошло то, что я не ожидал вообще. Ну, я как бы уже прогнозировал, что дальше будет. Но произошло то, что я вообще не ожидал. Они посовещались между собой, постояли так тихо, поразговаривали, отошли в сторонку, посовещались. И дали мне Бхагавад-гиту, говорят: мы вам дарим эту книгу. Но у меня не было в планах брать книгу. У меня было в планах проверить людей. Я не взял. Сказал: спасибо, я подумаю. И пошел. Но осадочек остался. И поэтому далеко я не ушел. Кришна говорит: далеко не уйдешь. Все. Память вспыхнула. Потом в следующий раз, когда мои друзья привезли с Арбата вот эту книгу, я схватил ее, смотрю, там картинка вот эта, Харинама Санкиртана идет. Я говорю: это мое. Я что-то вспомнил. Схватил, говорю: это мое. А девушка говорит: это не, да я тебе не дам эту книгу, это редкая книга, это подпольная.
А это даже, по-моему, еще раньше было, чем это. Там вообще книга была напечатанная вручную на машинке. И я не дал ей. Она плакала. Я у нее книгу забрал, начал читать. Открыл там, любая мысль сводится только к Хари Кришна. Вот любая мысль. Смотрю, логическая цепочка идет Хари Кришна. Потом следующая логическая цепочка идет в другую сторону. Хари Кришна опять. Я такой думаю, ну все дороги ведут в Рим, похоже. Но я пока к этому не готов. Думаю, что все, вот, только вот куда как бы не копни, все Хари Кришна. Потом, когда в 93-м году я первый раз увидел возвышенную душу, это по Вишну с вами был, и Ананда Чайтанья Прабху ему переводил лекцию. Я пришел к преданным, там был ДК 905 года такой, и объявилось, что будет приедет святой, и там будет проводиться духовная программа. Мне передали мои знакомые, что вот такой приезжает человек, который индуизм изучает, очень возвышенный. А я изучал, искал этого всего уже. И я когда подошел к ДК 905 года, то люди в духовных одеждах танцевали, кружились вот так по кругу, пели перед этим ДК. Молодые, красивые вайшнавы. И играли в чехарду. Что это значит? Один нагибался, стоял, другой через него прыгал. А я очень как бы эстетичный человек по природе. Я не могу это перенести. Когда духовные души как бы играют в чехарду. Это меня очень сильно смутило. И между мной и святым человеком стояла чехарда. Так Кришна прикалывался надо мной. И я стоял и думал, я так долго ехал из Тольятти сюда, чтобы попасть на лекцию, тут чехарда. Ну что делать, то ли уходить назад, то ли, несмотря на чехарду, идти туда, идти в... Я стоял, и я не знал, что мне делать. И что-то я пошел. Вот что пошел, непонятно. Что логика говорила, вали отсюда, ничего хорошего. Но я пошел. Когда я зашел, там сидели только люди в этих одеждах, больше никого. Ну, еще несколько человек каких-то простых тоже одежд. Я сел среди них. И когда лекция закончилась, я задал 3 вопроса, как по Вишну с вами. Первый вопрос. Что самое лучшее надо делать, чтобы человек был здоров? Он мне ответил, повторять Хари Кришна. Второй вопрос. Что самое лучшее надо делать, чтобы сохранить семью? Повторять Хари Кришна. И третий вопрос. Что лучше всего делать, чтобы быть успешным в жизни? Повторять Хари Кришна. Неумолимо отвечал мне, как по Вишну с вами. И я опять подумал, опять все сводится к Хари Кришна. Какая-то логика странная. Я пошел оттуда, но мне очень понравился Ананда Чайтанья, потому что он очень нежно, ласково переводил Махараджа и был ему верным. Я подумал, какой замечательный человек. Но мне про Вишну с вами тоже понравился. Он на одной ноте вот так, не меняя ноту, 3 часа пел Хари Кришна, и это очень меня вдохновило. Эта нота, она все глубже, глубже, глубже проходила в сердце. Потом я такой, вау! И он не сильно, не сильно варьировал голосом, просто на одной ноте. Хари Кришна, ну такое, что-то такое. Я удивился, как он так поет постоянно, одно и то же, не меняя ноты, и так классно. Меня он как бы пробил. Вот. А Ананда Чайтанья просто меня восхитило. Я пришел в храм к преданным, воскресный, когда был воскресенье, был пир прямо воскресный. Я пришел, и преданные сидели все на полу, ели прасад.
И я громким голосом, потому что у меня природно громкий голос. Я сказал, где здесь Ананда Чайтанья? А так как я был таким, как бы, серьезным человеком, то все подумали, что пришла проверка. Преданный рассказываю. Что я не преданный, просто серьезный, пришел, где здесь Ананда Чайтанья? Вот. И все замолчали, перестали есть просад. Тишина такая. Все смотрят на меня виноватым взглядом. Потому что мы здесь собрались, наверное, что-то не то мы сделали. Простите нас, дяденька, но мы хорошие. Такая эмоция от всех преданных исходила. Виноватая. И вдруг где-то издалека, там в углу, я услышал этот сладкий, такой нежный голос. Проходите, садитесь с нами, покушайте. И этот голос меня очень сильно загипнотизировал. Я со сложенными ручками пошел, сел на пол и начал есть руками. Потому что ложки не было, и все были в этом, и все ели руками. После этого ничего не помню уже больше. До этого помню, дальше все. Какие еще вопросы? Ну, я бы себе, наверное, посоветовал. Где преданный ты, куда он делся? Я бы себе посоветовал, чтобы это пораньше произошло в следующий раз. Побыстрее как-то, потому что до 28 лет ждать, что делать 28 до 28 лет уже неинтересно. Хотелось бы, чтобы побыстрее. Может быть, с самого рождения. Ну, как-нибудь так. В следующий раз хотелось бы. Да? Спасибо большое. Хотела пояснить, что этот вопрос был задан, потому что мы в Алматы открыли подростковый клуб. Какой? Подростковый, для юных вайшнавов. Как раз это мне подходит, да. Как раз это за вопрос как раз по назначению. Потому что человек старше, чем становится, тем он больше похож на ребенка становится. Скоро соску сосать уже буду. Спасибо, спасибо. Я, знаете, что подросткам хочу посоветовать? Я хочу посоветовать быть сильными, смелыми парнями, решительными, достигать своих целей в жизни, стать успешными, развитыми и постараться понять, что в этом мире очень много людей, кто пытался быть успешными, развитыми, сильными, смелыми. И если этот человек не делает для удовлетворения высшего существа, то это все не приносит глубокого удовлетворения, не приносит полного счастья. Поэтому станьте крутыми для Кришны. И тогда вы будете вот такими счастливыми людьми.